Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию свой очередной ролик о самолетах на банкнотах стран мира. И сегодня я хотел бы поговорить о нотгильдах. Ну, кто-то относит их к денежным знакам, кто-то нет, но с моей точки зрения номинал есть, эмитент есть, тем более самолеты есть о чем поговорить. А вот я показываю сейчас вам все, что я нашел по этой теме. Ну, здесь вот на обороте. Среди нотгильдов Германии и Австрии. Вот все, что есть, оно перед вами. Здесь вот такие вот изображения на Магдебурге. Вот. И сегодняшний ролик я хотел бы построить таким не совсем обычным образом. Ну, вначале я расскажу о том, что удалось идентифицировать прям сразу. Сразу скажу, что не своими силами. Мне очень сильно помог Сергей, автор сайта aviodежавю.ру. Сергей, в очередной раз спасибо тебе огромное за твою помощь, вовлеченность и заинтересованность. Вот, спасибо. А дальше я хотел бы посмотреть с точки зрения человека, который не имеет под рукой интернета, имеет только печатные издания, причем вот того периода времени, то есть, условно говоря, начало 20-х годов, и у него есть русские издания, немецкие издания, ну, из того, что у меня есть под рукой, естественно, и попытаться идентифицировать. Давайте сначала по порядку, что, ну, как бы с нашей точки зрения современной, понятно. Понятно, что здесь есть во множестве изображен Таубе, очень известный по своему внешнему виду, легко идентифицируемый летательный аппарат, самолет, да, который выпускался несколькими производителями в Германии, огромное количество модификаций было и так далее. Да. Вот этот вот летательный аппарат, здесь написано, что это самолеты бывшей летной школы. Можно идентифицировать как альбатрос немецкий, альбатрос Си-2. Давайте тоже сравним изображение. Покажу обе стороны каждого знака. На этой серии австрийских знаков, по порядку их разложим, видите, 10, 20, 50. Оборот у них одинаковый, и вот оборот, если этот летательный аппарат рассматривать и убрать у него хвост, то это очень похоже на биплан Кертис. Но с этим хвостом это фантазия художника, скорее всего. Тоже давайте сравним изображение. А на этой стороне, на лицевой, здесь у нас вот здесь есть летательный аппарат, биплан. Здесь вот есть моноплан вот такой шикарный. Но как его идентифицировать, я бы совершенно никак не смог. По мнению Сергея, это может быть Граде Type-D, Type-C. Вот тоже картинки давайте сравним. Ну, а на этом знаке у нас все летательные аппараты за горизонтом. Вот. На этом шикарной, роскошной, на роскошном нотгильде Магдебурга. Видите, здесь даже есть конгреф и номер порядковый. 21 год, Магдебург. Целый рой летательных аппаратов, тоже что-то похожее на Таубе, что-то похожее на какие-то бипланы. И вот эти вот странные летательные аппараты, которые похожи вот на такие геликоптеры. Ну, так, чисто теоретически, потому что они не летали никогда на практике. Ну вот, такой вот рисунок в детском стиле, но с огромным количеством летательных аппаратов. И вот этот вот биплан морской, к сожалению, не получается никак идентифицировать. Выглядит как собирательный образ, как такая, ну, не фантазия художника, как собирательный образ. Но на самом деле нотгильд очень красивый. И я хотел бы даже всю серию показать, хотя два оставшихся не имеют отношения к авиации. Но выглядят они вот таким образом. Смотрите, какая красота. 10, 25 и 50 пеннингов. Вот очень красивые изображение. Здесь у нас такая пляжная тема, пляжный отдых на большом номинале, побережье, набережная, у кого-то шляпа улетает, ветер сильный, пароход вдали. То есть вообще красота. Ну, на этих двух, повторюсь, самолетов у нас нет, поэтому отложим в сторону. А здесь у нас вот такой вот шикарный биплан. Одно из самых красивых изображений, но, к сожалению, не идентифицируемый. А теперь давайте попробуем посмотреть, вот если бы человек там, условно, в 20-х годах у него были под рукой только бумажные книги. Например, вот книга, изданная в Лейпциге в 1915 году, «Война в воздухе» или «Воздушная война», не знаю, как сказать, правильно перевести.
То есть война, ну, идет только второй год, еще долго будет идти, длиться. Но в Германии, в Лейпциге выпускают такую книгу о воздушной войне. И здесь вот целые такие таблицы по идентификации французских самолетов. Вот есть российский самолет, русский, система Сикорского. И есть пометка, что в основном русская армия использует французские самолеты. Ну, это нам не сильно помогает, потому что на Нотгильдах, конечно, немецкие самолеты, но это здесь армии противника здесь представлены, и английские, соответственно, самолеты. Вот. И, собственно, и название. Ну, не буду перечислять, здесь видно, я надеюсь. Большой раздел посвящен цепелинам, дирижаблям. Вот эти вот первая вклейка. Как показать ее лучше? Целое огромное количество разных, чем славилась Германия, да, на тот момент, летательных аппаратов разных систем. Смотрите, какая красота. Ну, на них подробно останавливаться не будем, это все-таки не наша тема. Вот даже 3 последних изображения русских военных дирижаблей. Вот. Такая воздушная война так схематично изображена. Ну, к теме воздушной войны мы еще вернемся. И в этой книге, и в следующих, может быть, еще что-нибудь еще интересное здесь найду. Не знаю, вот тоже такая интересная тема по сбитию самолета из движущегося автомобиля. И следующая вкладка нам уже будет более интересна. Здесь у нас немецкие, австрийские и русские самолеты. И вот он во всей своей красе Таубе, да, который мы видели на Нотгильде. Можем вот на этом сравнить их. Вот он, очень характерный внешний вид. И он будет нам еще не раз попадаться, этот летательный аппарат сегодня. Здесь мы можем посмотреть на Альбатрос. Вот изображение Альбатроса немецкого. Не знаю, насколько похоже, выглядит похоже, не похоже, но по этой фотографии, наверное, было бы его сложно идентифицировать. Вот. Еще у нас есть с вами здесь Альбатрос, тоже садящийся на воду. Вот он. И из интересного, ну, здесь все на самом деле очень интересно. И из интересного вот еще у нас есть с вами бомбардировщик русский, биплан, система Сикорского тоже представлена. И потом посмотрим еще одно такое изображение нашего бомбардировщика. Следующая вкладка. То есть несколько самолетов теоретически человек по этой книжке мог бы идентифицировать. Здесь французские и английские летательные аппараты. Ну, просто ради того, чтобы пролистать, все-таки интересно. Давайте на них посмотрим. Как это было, выглядело в 2015 году, да? Блерио, да, вот интересно. Такие истории авиации на этих картинках, на этих изображениях. Какая красота. И последний разворот — это война в воздухе как раз. И здесь взгляд, конечно, с немецкой стороны. Вот тот же самый Таубе сбивает французский биплан какой-то. И очень интересно, сейчас вам покажу взгляд с другой стороны, где союзнический биплан сбивает Таубе. Вот. Бомба, да. Как это тогда было, сбитые самолеты, ну и так далее. Вот. Это взгляд с немецкой стороны из 1915 года. Давайте вот этот разворот с воздушной войной оставим. Отложим в сторону, посмотрим, как это выглядело с русской стороны. Известное издание, которое издавалось на тот момент в Москве, прямо непосредственно в период, в течение войны, несколько, не знаю, с какой периодичностью, не буду уточнять. В основном было посвящено как бы визуальному образу, да, войны, то есть фотографии, преимущественно очень мало текста, очень много фотографий, каких-то изображений, цветных вклеек. Но в первой части вот «Возвращение с удачной разведки», да, такой лихой казак у нас с немецкой каской на пике. И здесь же мы его видим на обложке. Но здесь у нас ничего не имеет отношения, к сожалению, в этом выпуске к авиации.
А в 7-м выпуске, ну вот из 3 выпусков, которые у меня есть, у нас есть, сейчас мы с вами посмотрим, самолет-бомбардировщик Сикорского. Сейчас я найду. Ну и на самом деле и так интересно пролистать полностью, но все-таки это немножко не по нашей сегодняшней теме. Вот смотрите, русский Витязь Сикорского. Какая шикарная фотография. Есть, что не отсвечивает, хорошо видно. Вот. Здесь посреди фотографий на австрийском фронте, на германском фронте, в Польше там и так далее. Вот шикарнейшая авиационная фотография. Одна из немногих в этом издании. Но зато вот в этом выпуске у меня, к сожалению, без лицевой фотографии какой-то. Есть целый раздел, посвященный войне в воздухе. Вот после гнезда милитаризма и французских драгун в Эльзасе, и английской артиллерии в Великой битве во Фландрии. У нас целый разворот, касающийся войны в воздухе. И смотрите, здесь мы очень-очень круто. Тот же самый Таубе, да, мы уже не раз, и не два, и не три о нем говорим. Германский аэроплан Таубе в полете. Разные фотографии. И Таубе обстреливаемый шрапнельным огнем. И остатки побежденного Таубе, уничтоженного летчиком союзных армий. А здесь у нас, я возвращаюсь к этой книге, здесь у нас наоборот. Таубе сбивает французский биплан. То есть вот взгляд с двух сторон на события. Не знаю, правильно видно все или нет. Вот так вот, наверное, да? Взгляд на те же, ну, на войну с двух сторон. Здесь Таубе сбивает, здесь сбивают Таубе. Вот. И в конце, в завершении, давайте покажу очень шикарное изображение после отряда индусов, идущих на разведках и атаки гурков. Шикарная битва, тоже борьба в воздухе. Цветное, единственное цветное изображение того периода, которое у меня есть, такое высокохудожественное. 2 самолета, 2 моноплана. Война, в рамках которой летчики видели визуально и стреляли друг в друга, да, из такого оружия, ну, непосредственно вклейка. По тем временам вклеивались цветные изображения отдельно. Вот такая вот история. Давайте вот так как-нибудь расположим. Спасибо за ваше внимание сегодня. Вот такой необычный выпуск с огромным количеством лишней какой-то такой, не лишней, а дополнительной визуальной информации. Спасибо. Надеюсь, что было интересно. Увидимся.